Здравствуйте, друзья! В этом видео поговорим о том, когда должна начинаться посадка огурцов, а также когда лучше сеять и сажать огурцы в открытый грунт. Я уделю немного внимания посадке огурцов из семян и посадке огурцов с помощью рассады. Как вы думаете, что любят огурцы? Конечно же, этот овощ очень похож на нас. Он любит тепло, мягкое солнышко, хорошо поесть и попить. Вы себя в этом описании огурцов узнали? Я так точно. Огурцы – представители тыквенных овощных культур. Это однолетнее перекрестно-запыльное травянистое растение, такая себе лиана. Еще одно очень важное качество огурца – это двуполое растение. То есть каждый экземпляр этой овощной культуры имеет два вида цветов – мужские и женские. По сути, один огурец – это два в одном, такая себе семейная ячейка овощного общества с ярко выраженными гетеросексуальными признаками на одном стебле. Именно благодаря этому мы и получаем большие урожаи огурцов практически от пары-тройки посаженных растений. Цветы опыляют друг друга и появляются плоды, наши любимые огурчики. Когда сажать грунтовые огурцы? Поскольку это растение теплолюбивое, лучший период для посадки огурцов в грунт примерно середина мая, когда почва и воздух прогреются минимум до 12-15 градусов Цельсия, а вот оптимальный температурный режим 18-20 градусов. Если температура воздуха опускается ниже 10 градусов, рост огурцов прекращается, если ниже 4 растение гибнет. Поэтому главное правило посадки и посева огурцов – не спешить. Подождите, пока грунт и воздух хорошо прогреются, посадите огурцы в теплый комфортный грунт, и они сразу двинутся в рост. Теперь поговорим о рассадном способе посадки и о посеве семенами. Семена огурца при оптимальной температуре грунта 16-18 градусов появляются уже на 4-5 день после посева. Поэтому, если у вас нет возможности выращивать рассаду огурцов в теплице или на подоконнике, дождитесь тепла, замочите приготовленные семена в растворе перманганата калия на пару часов, а затем слегка просушите, заверните в бумажное полотенце, снова слегка смочите водой и поставьте в теплое место. За пару дней огурцы проклюнутся, те, которые показали ростки, можете сеять, пустышки выбросьте. Сделайте неглубокие лунки на расстоянии 40-50 см и положите в каждую лунку 2-3 проклюнувшихся семечки. Если вы не проращивали семена огурца, а сеете сухие, то хотя бы предварительно замочите их в перманганате, а затем высевайте из расчета 3-5 семян в одно гнездо. Теперь рассада огурцов. Поговорим о рассадном способе посадки огурцов в открытый грунт. Первоначальная фаза такой посадки примерно такая же, только семена надо поместить в рассадные стаканы, наполненные богатым легким плодородным грунтом. В рассадных стаканах огурец растет с момента посева до высадки в грунт примерно месяц. Посадка огурцов рассадой экономит время огородников, ведь скороспелые ранние сорта огурца начинают плодоношение уже на 40-45 день после появления всходов. Теперь посчитаем. Если вы посадили семена огурца в рассадные стаканы заранее и уже имеете растения с 4-5 настоящими листами для посадки в открытый грунт, то примерно через 2 недели после посадки уже будете собирать первый урожай огурцов. Вот вам и выгода. И еще несколько слов о подготовке грунта и посадочных лунок для огурцов. Чтобы иметь хороший урожай, следуйте нескольким важным правилам, о которых я уже говорила. Помните? Эти растения очень похожи на нас. Значит, правило первое. Теплое, но не жаркое солнце. Выбирайте для посадки огурцов южные или юго-восточные слегка притененные участки, места, защищенные от ветра. У меня для огурцов отведено местечко в молодом малотенистом яблоневом саду. Здесь уютно, тепло, солнечно, практически нет ветра и вдоволь пчел, которые по совместительству занимаются опылением огурцов. Если молодого сада у вас нет, полутень могут организовать импровизированные кулисы из кукурузы, подсолнечника и даже укропа. Посейте кукурузу или укроп как защитную кулису или занавес с севера. Затем посадите 1-2 ряда огурцов и снова на некотором расстоянии еще один ряд защитной кулисы, понравившегося вам высокого растения из этого перечня. Правило второе. Хорошая сытная еда.
Чтобы не морочиться с несколькими подкормками в период вегетации огурцов, сразу положите в посадочную яму перепревший компост или гранулированный куриный помет или перегной. Добавьте земляную прослойку из легкого супесчаного грунта, в котором хорошо развивается тонкая корневая система огурца. Если есть высушенная скошенная трава или сорняки, можете их тоже положить в посадочную лунку. В процессе роста растения освоят все полезные вещества, которые там есть. И заметьте, это будет сплошная органика, никакой химии. Если же огурец уже посажен, а грунт бедный, замульчируйте посадочную яму высушенной скошенной травой, сухими молодыми сорняками, собранными после прополки. Поливайте огурцы раз в неделю либо слабым водным травяным или компостным настоем. Наконец, правило третье – полив. Если огурец хорошо поел, ему обязательно нужно попить, ведь полезные вещества лучше усваиваются в виде растворов. Не нарушайте это золотое правило, ведь плод огурца на 95% состоит из воды. Организуйте для огурцов капельный полив, а если это сложно, то периодический полив теплой водой в вечернее время. Для каждого растения в период плодоношения нужно не менее 15 литров воды на один полив. И еще об одном удовольствии, которое очень нравится огурцам, но, к сожалению, не очень нравится нам. Не забывайте рыхлить грунт вокруг посадок огурцов после дождей и поливов. Так вы обеспечите нежным корням доступ кислорода, а значит дополнительное питание. Напоследок несколько слов о сортах огурцов. Если вы правильно подберете сорт или гибрид, то огурцы на столе будут до глубокой осени. Суперранние сорта огурцов плодоносят уже на 40-45 день после появления всходов. Среднеранние на 45-55 день, а поздние примерно через 2 месяца после появления первых листочков. Среди моих любимых сверхранних гибридов Аякс и Маринда. Из среднеранних мне нравится гибрид Цезарь с белыми пупырышками. Из поздних, если есть место для посадки, иногда высаживаю Феникс 640. Он не очень урожайный, зато очень хорош в осенних зеленых салатах. В конце видео, как всегда, маленькая подсказка. Если у вас на огороде уже посеян редис или ранее зеленые овощи, шпинат, салат, руккола или кинза, то после их уборки вполне можно использовать эти площади повторно для посева среднеранних или поздних огурцов. Хорошего урожая! И не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей его увидели. Может, им тоже актуальны некоторые советы по посадке огурцов. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся!